Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какая текущая ситуация с позициями SOTUS FTC, какие произошли изменения за неделю и куда это все приведет на следующей неделе. Так, давайте начнем, что у нас здесь. По меди произошел рост, и действительно сейчас текущая монетарная политика и надежда на восстановление, она будет, скорее всего, пытаться металлы вытолкать наверх. Медь, никель, ну и может быть перепадет алюминию. Так, далее по нефти пошел отскок, то есть идет наращивание лонгов. Но если рассматривать нефть, недельный таймфрейм, то здесь пока нефть перешла в состояние боковика. Но переходя на дневной таймфрейм, здесь мы с вами видим, что весьма вероятно сейчас пошла фаза движения наверх. И на следующей неделе цель движения будет, скорее всего, куда-то сюда, в район 70. Вот, для этого нужно пробитие 68. Далее золото. По золоту идет набор позиций, но пока, судя по небольшому увеличению лонгов, это позиции лонгов американских спекулянтов, так называемых нон-коммерсов, по золоту относительно небольшой прирост лонгов произошел. Если рассматривать график золота, то здесь по недельному таймфрейму, если ориентироваться, идет движение наверх, и если на предстоящей неделе будет пробито и произойдет закрепление 1800, то мы получим весьма вероятно следующий цикл движения, цель которого уже будет находиться в районе 1860. Но если рассматривать дневной график, здесь у нас вопрос удержания уровня 1775. Если этот уровень удержится, то мы уже в начале недели увидим отскок и движение с закреплением на 1800 и выше. Ключевой уровень, если он будет пробит, то мы по золоту получаем сейчас откат сначала на 1760 и потом движение вот сюда в район 1731-1732. Сейчас все-таки, я думаю, более вероятно удержание вот этого диапазона и либо проторговка и движение наверх, либо сразу отскок и движение наверх. Но опять же, изменение слабенькое в позициях лонгов американских спекулянтов указывает на то, что они ожидают консолидацию в этом диапазоне. Так, друзья, далее NASDAQ. По NASDAQ идет сокращение шортов. Если переходить на недельный график, то мы здесь увидим, что по сути идет выжигание спекулянтов. И здесь весьма вероятно, что какое-то движение вниз, оно будет после того, как их доведут до нуля. Видимо, они сделали ставку на то, что будет разворот. Судя по недельному таймфрейму, опять же, мы здесь и по сделкам, которые происходили в середине недели, должны развернуться и скорректироваться в район 12980. Но до начала середины мая, я думаю, такое движение, оно маловероятно, в силу ряда причин. Так, далее природный газ, небольшое снижение шортов у американских спекулянтов. Ну, здесь движение, оно не критичное, скорее всего, боковик будет продолжаться на следующей неделе. Так, а вот по S&P нарастили шорты, ждут разворота и движения вниз. Если переходить к S&P, недельный таймфрейм, здесь действительно у нас разворотной формации. Вот-вот должно развиться движение вниз. Но таких вот-вот уже было очень много. И на самом деле делать ставку на против печатного станка, шортить, я думаю, это весьма опрометчиво. В мае, в начале посмотрим, как будут развиваться события после окончания периода отчетов. Вот здесь могут быть нюансы. Пока, я думаю, если переходить на дневной таймфрейм по S&P, то здесь как бы пока разворотом дело не пахнет. Пока ключевые уровни не взяты внизу, он в таком состоянии может еще, я думаю, неделю вполне находиться, торговаться от 4100 до 4200. Конечно, определенные признаки разворота есть по рынку, но я думаю, с учетом того, что май не наступил, наверное, это пока что преждевременно. Вот. Но тем не менее, по S&P спекулянты донабрали шортов. Обращаю внимание, что это позиции, которые фиксируются вечером во вторник. Их публикуют в пятницу вечером. Но тем не менее, несмотря на то, что они на вторник, они определенным образом оказывают влияние на следующей неделе.
Так, друзья, далее серебро. Вот по серебру как раз очень ощутимо увеличили лонги. То есть по серебру ожидают рост. Если переходить на недельный график, то действительно здесь у нас ранее был разворот, и сейчас серебро стремится сначала на 27,5, потом на 28. Переходя на дневной график, по серебру идет попытка отката и разворота, но на самом деле здесь есть уровень 25,4, который, если удерживается, то все эти откаты будут выкупаться и движение наверх будет продолжаться. Тем более есть четкие ясные цели. Это 27,3 и потом 28. Так, далее британский фунт, паунд. Здесь по нему спекулянты немножко срезали лонги. По сути, здесь по нему, судя по всему, ожидают консолидацию и не особо резких движений ни вверх, ни вниз. Никто такую ставку не делает. А вот по канадскому доллару ситуация иная. Здесь ставка на то, что канадский доллар будет расти против американского доллара. Лонги прямо очень мощно подняли. Так, далее евро, евро-доллар. Но здесь как бы четкая тенденция, произошел перелом и сейчас делают ставку на рост евро против доллара. Так, друзья, но переходя на график евро-доллара, недельный таймфрейм, здесь у нас идет движение, цель которого переписать вот этот недавний максимум 1,2350. И локально сейчас у нас есть идея удержания 1,2. Если 1,2 не пробивается, то вот это все движение, оно ведет к движению на 1,2350. Вот сюда вот. Так, далее японская иена. Здесь немножко увеличили шортов. Она залегла в боковик, как и британский фунт. Судя по ожиданиям американских спекулянтов. Так, далее индекс доллара. По нему спекулянты сократили лонги. То есть здесь тренд переломился, соответственно, идут ожидания на то, что индекс доллара будет снижаться. Но это вполне коррелирует с тем, что идет наращивание лонгов по евро. То есть на предстоящую неделю ожидание продолжения роста евро. Фунт и иена в консолидации и, соответственно, ставка на евро и на канадский доллар. Так, друзья, далее рубль-доллар. Здесь у нас небольшое увеличение лонгов. Ну и, кстати, обращаю внимание, что несмотря на весь этот ужас, который у нас происходил, американские спекулянты непреклонно делали ставку на то, что рубль будет укрепляться против доллара, и на текущий момент они оказались правы. Соответственно, сейчас у них ставка на то, что на предстоящей неделе рубль будет укрепляться к доллару и евро. Так, друзья, ну и биткоин, фьючерс на биткоин, здесь небольшое сокращение шортов. Но с моей точки зрения, вот позиция по фьючерсу на биткоин, она, наверное, не очень показательна, потому что, судя по всему, кто-то вот эту позицию по фьючерсам на биткоин использует для хеджирования рисков на так называемом криптовалютном споте. Вот, и здесь в наибольшей степени цель именно такая. И, скорее всего, вот этот шорт, который здесь есть, он не показателен. Да, по криптовалюте происходит сейчас попытка коррекционного движения вниз, но как-нибудь я по криптовалюте сделаю отдельный выпуск, сейчас мы ее особо затрагивать не будем. Так, друзья, давайте рассмотрим теперь позиции на форте ММВБ, какие ожидания на понедельник, на утро, на первую половину дня. По РТС, но здесь уверенная ставка на то, что РТС будет расти. Так, ну и вот у нас пошла движуха ВТБ, здесь также юридических лиц ставка на то, что ВТБ продолжит свое восхождение. Обращаю внимание, там цель в районе 5,2 копеек. Вот как она будет пройдена, в зависимости от этого посмотрим, какая будет раскладка у ВТБ. Далее Сбербанк. По Сбербанку ставка на рост Сбербанка. Газпром. А вот по Газпрому делают ставку на то, что Газпром с утра, скорее всего, небольшой коррекционный откат по нему будет. Но здесь, я думаю, это связано с тем, что идет постоянно конкуренция и перекладка из одной самой ликвидной голубой фишки в другие. То есть вырывается гамак, в меньшей степени растут Сбербанк или Газпром. Вырывается Газпром, соответственно, немножко отстают Сбербанк или Норильский никель. Эта закономерность нарушается только когда идет очень мощный заход денег на рынок. Но правда, когда начинает падать, то валятся все разом. А Норникель, но по Норникелю собрались взять реванш и отрастить его.
Так, вот фьючерс на рубль-доллар. Здесь ставка на то, что рубль продолжит свое укрепление к доллару. Евро-рубль. Здесь также ставка на укрепление рубля против евро. Евро-доллар. Здесь очень мощная ставка на рост евро против доллара. А британский фунт. Соты показали, что он будет консолидироваться, но на понедельник ставка, что фунт будет расти против доллара. Японская иена. Здесь ставка на снижение. Но здесь очень небольшое количество контрактов, и возможно они просто связаны с хеджированием каких-то позиций и счетов. А по нефти ожидают с утра рост. Серебро. Здесь небольшой корректирующий откат делают на это ставку. Так, а вот по золоту что-то настроено на то, что золото с утра будут отливать, причем достаточно хорошо. Итак, друзья, это вот такой краткий обзор выходного дня по позициям СОТ СФТС, по позициям на форте ММВБ, который для меня, я надеюсь, для вас позволяет понять, в каком направлении будет осуществляться движение на следующей неделе на рынке, ну и в том числе в понедельник, с учетом того, что изменения в позициях на форте ММВБ мы также рассмотрели. Желаю хороших выходных, всего наилучшего. Счастливо!